В ожидании частичного договорняка. В названии, да, в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. Название стрима в ожидании частичного договорняка. Ну, понятно, что все эти дни, они проходят в ожидании, сейчас уже вот как-то ближе к телу. Чем закончатся трехсторонние, наверное, можно назвать их трехсторонние переговоры в Эр-Рияде. Ну, там они на невысоком уровне проходят, да. Но, тем не менее, важность их не стоит преуменьшать. Да, вчора встретилась українська сторона з американською, украинская группа с американской, украинская группа с американской. Сегодня российская встречается с американской, а завтра, говорят, будет снова украинская с американской. Ну, вроде как основная тема обсуждений — это перемирие на море и какое-то перемирие частичное, в смысле не удара по каким-то объектам. Нельзя сказать, что вот исключительно по объектам энергетики, потому что везде фигурирует какое-то слово инфраструктура. Наверное, определяется сейчас, что это имеется в виду, да. Честно сказать, ну, наверное, это я дурак, да. Но я вот не понимаю, почему такой скепсис у всех на тему того, будут ли достигнуты какие-то договоренности. Ведь, по сути, стороны на них, да, их как таковых еще нет. Они определяются прямо сейчас, что там не будет атаковаться, какие-то будут договоренности. Но в целом стороны публично согласились с этим. Что президент Украины, что, ну, в плане, в разговоре Трампа с Путиным, в принципе, Путин на это согласился. Поэтому не знаю, как-то вот общий скепсис, что ничего прям не будет достигнуто, я его не понимаю. Не понимаю. К тому же, ну, надо сказать, что уже, наверное, нет какого-то смысла. Вот, то есть хочется зарядить телегу, что вот перемирие на море, говорят о восстановлении того самого зернового коридора. Надо сказать, что, конечно, да, порты на Черном море украинские постоянно подвергаются бомбардировкам. Но Украина в таких даже условиях смогла наладить какое-то морское сообщение, экспорт морской, какой-то морской транзит, без всяких договоренностей с Москвой, реальных, да. При этом, как выглядела эта зерновая сделка, она подразумевала только сельскохозяйственную продукцию, притом самое, наверное, здесь негативное, что все это через досмотр кораблей Москвой, то есть они как бы там держат полностью руку на пульсе, что для нас, наверное, не очень выгодно. При том, что мы, Украина, не обладая флотом своим, то есть терять нам нечего, свои корабли мы еще в начале войны затопили, не обладая флотом, лишимся возможности атаки Черноморского флота РФ и, соответственно, Крымского моста. Ну, то есть, как бы, мы скорее здесь в проебах останемся, да, то есть, если говорить о наших интересах. У нас только вот портовая инфраструктура нас держит. То же самое объекты энергетики, да, у нас их уже не так много осталось. Если ничего мы не сможем включить сверх этого в ту самую инфраструктуру. При этом для Москвы все-таки очень болезненные удары, и так, ну, по сегодняшний день они не нашли возможности им противостоять. Сегодня опять разбомбили э, уже непосредственно вот Кропоткинский какой-то нефтеперегонный там узел, да, и дрон упал прямо на железнодорожную станцию Кавказскую. Я смотрел видео, я буквально был в этом месте. Ну вот, я к чему, что до сих пор не смогли они предпринять каких-то мер, чтобы себя защитить от этих болезненных ударов. Почему нет смысла на эту тему рассуждать, что выгодно, что невыгодно Украине? Потому что Украина во взаимодействии с этой администрацией за время этой войны, ну, утратила полностью, вот сейчас можно уже сказать, наверное. Ну, конечно, здесь, ну, в вопросах политики, наверное, невозможно, никогда не говори никогда, да, ну, там вот стопроцентно категорично ответить нельзя, но, вероятно, Украина не может уже отстаивать свои интересы, да. Она действует так, как скажут в американской администрации. То в этом смысле мы согласны, конечно. Согласны, потому что сказала Америка. Вот. А на мой взгляд, в остальном Москве это выгодно. То есть она сможет как-то снова оперировать своим флотом, у нее не будет угрозы для Крымского моста. Они смогут снова досматривать корабли, если эта зерновая сделка будет. Они лишатся этих болезненных ударов по своей энергетической инфраструктуре. Ну, в общем, мне кажется, им нет резона не соглашаться. Понятно, что такой, скажем так, такая риторика сторон о том, что мы на все согласны,
Она ожидаемая, потому что никто не хочет выглядеть как преграда к миру, все хотят говорить, что это они преграда к миру. Но это вроде логично. Ну, в общем, вот так. Поэтому в целом пессимизм я этот не до конца разделяю, казалось бы. И все публично вроде согласны, только согласовать детали. А главное, что и тут, ну, как бы, нет особо пространства для каких-то несогласий, на мой взгляд. Ну, вот именно по вопросу этого частичного прекращения огня. Ну, может, я ошибаюсь, не зря же у всех такой пессимистичный настрой. Интересно, что сейчас, да, контакт вроде как российской стороны с американской, да, их групп, он вообще без журналистов будет. Такой за закрытыми дверями. Ну, в общем. Это то, что сказать по основному событию, которое все ожидают. Чем закончатся эти переговоры? Ну и вот, в общем, переговоры в Эр-Рияде. На самом деле, вот нужно сказать, что довольно сдержанные вообще комментарии украинской стороны, в смысле, по итогам вчерашним, без какой-то конкретики. Хорошо. Гораздо интереснее, что произошло за это время в целом, да, по-моему, более такие интересные для обсуждения события. То есть вне вот этого, ну как, они связаны с договорняком, но косвенно. Не вот это событие, в общем, не эти переговоры в Эр-Рияде. А за это время вышло, ну понятно сразу нота, какое оно будет. Это вышло интервью Стива Уиткофа, которое взял у него Такер Карлсон. Американский, ну, пропагандист, по-другому не скажешь. Ну, вы знаете, я никогда его не любил, хотя сейчас, конечно, ну, будет туповато, если просто я присоединюсь к такому хору, да, что, ну, вот он пропагандон, пропагандонская информация и так далее. Ну, мы понимаем, да, вот кто такой Стив Витков. Несмотря на то, что это упал намоченный по делам Ближнего Востока, все-таки он стал ключевой фигурой по вот этому договорнику глобальному, московско-вашингтонскому. Основная такая переговорная фигура. Так, в общем, да, в этом смысле важнейший он персонаж, хоть и не как-то не юридически, да, не номинально, но по сути. То да, поэтому важно интервью, важно посмотреть, что этот человек думает. Ну, честно сказать, такой тон интервью как бы производит вид очень такого обывательского откровения, очень простого. Я думаю, что за ним, конечно, скрывается куда более сложный и не сказать, что какой-то революционный подход, да. Ну ладно, наверное, лучше об этом в конце сказать. Ну, пол интервью там связано с важным вопросом для республиканцев. Я, честно сказать, его сразу скипнул, хотя посмотреть стоило бы, но мне жаль было своего времени. Это, конечно, было про Газу, про Израиль, там, про Катар, про Сисфайр. Интересно, что про Катар много говорили, какая-то маленькая страна, и как она хочет вписать себя в мировые миротворцы, как все персидские монархии. Но это довольно забавно, вот особенно учитывая слухи, да, которые ходят, что вот этот Стив Уитков капитально коррумпирован катарскими нефтедолларами. То как бы раньше относился к этому как к теории заговора, а сейчас как-то посмотрел на это с другой стороны. Вот. Ну, они сходятся в таких однозначных оценках. Что, ну, страшно тоже смотреть. В однозначных оценках, например, события в овальном кабинете. В смысле того, что произошло, скажем так, между президентом Зеленским и Дональдом Трампом, да. Это дизреспект, в их словах был дизреспект со стороны лидера маленькой, но гордой страны. Да, довольно тоже интересно, как он описывает этот созвон Трампа и Путина. Говорит, что Путин и Трамп в созвоне договорились о вот этом энергетическом сисфайре. Кто, ну и типа, все интервью, понятно, построено на возвеличении, да, фигуры Дональда Трампа. Какой он охуенный и как на его авторитете все держится. Ну, наверное, все действительно держится на его авторитете, но в целом, чтобы вы понимали, из чего состоит, да. Этот пазл состоит он из таких вещей, что вот energy ceasefire, да, вот это энергетическое прекращение огня, не удары по энергетической инфраструктуре, какой Дональд Трамп крутой, говорит Стив Витков, потому что кто до этого об этом говорил? Никто. На самом деле это неправда, об этом говорили давно, и при посредничестве этого же Катара, на деньги которого он, наверное, коррумпирован, уже, возможно, даже было достигнуто на какое-то время такая договоренность. То есть она не нова и уже озвучивалась, и в прессе об этом много написано. То есть сама идея далеко не нова, она старше и 30-дневного прекращения огня, и прекращения огня на море и в воздухе. Очень старая идея. Но это просто так, детали, в общем, из чего состоит такая крутизна. Опять, не опять, основа окружения украинских войск в Судже, да. Подается как факт, без всяких каких-то «но».
Когда Такер Карлсон спрашивает его: "А как насчет того, что вот эти фейк-ньюс, да, журналисты из New York Times пишут, что это, ну, как бы хуйня, да, нет никакого окружения?" Ну, Витков спокойно говорит о том, что, ну, у них есть свой интерес так писать, потому что они, типа, любят Украину, говорит он, и из-за этого искажают новости. Ну, я вот, честно говоря, как-то не пытался углубиться в этот вопрос и до конца так для себя и не понял, но скорее смотрю на это так, что, наверное, окружения нет. Ну, то есть это же как-то, наверное, легко подтверждаемо там с помощью спутников и так далее. Думаю, что окружения нет, но при этом, и это дает мне какую-то аргументацию в дальнейшем восприятии этого интервью, я думаю, что они типа вполне умышленно подыгрывают Путину, и вот эта вся идея, что они дураки, они верят Путину, но не верят своей разведке. Мне кажется, их интерес очевиден здесь, да, убедить Путина в дружелюбности своей к нему, да, для того, чтобы он был и далее договороспособен, подыгрывать ему в этом, ну, безусловно, через вот такие какие-то циничные маневры. Но опять-таки, нам-то уже деваться некуда, для нас это шо с гуся вода. Ну, сказали, окружено. Ну, там они как факт об этом говорят. Ну, блядь, значит окружено, нихуя не сделаешь. Ну, в общем, вот так. Это, если что, там спич был о милосердии Путина, что он вообще в разговоре со Стивом Виткофом милосердно вот это обсуждали, этот вопрос пленных. Он говорит, ну я не хочу их убить, хотелось бы, чтобы они сдались, не хочу их. Он говорит, ну сдались, значит сдались. Ну, в общем, вы поняли, вот так типа. Ну да, там же его спросили об отношении к Путину, да, ну и он, конечно, бравирует возможностью и доминацией, да, себя и таких площадок. Говорит о том, что, ну, Путин мне понравился, он со мной там говорил честно. Ну и понятно, такие слова, вот под другое не подберешь формулировку, такие слова, конечно, для Киева как серпом по яйцам, даже, конечно, уже в таком положении, в котором сейчас мы находимся, все равно, конечно, худший сценарий, худший сон. Но кто не скажет, что неожиданно совершенно, вполне ожидаемо. Да, ну вы знаете и то, что я еще до того, как посмотрел интервью, увидел в различных медиа украинских, как оно цитировалось в контексте, ну, знаете, нашей языковой ситуации в стране. Это то, что Такер Карлсон спросил, не об этом вообще, спросил Виткофа про НАТО. НАТО как причину там войны, да, и вообще препятствие к миру. То есть насколько это вообще релевантно, там, где там то вступление Украины в НАТО, насколько оно невозможно. На что ему, Стив Витков, он ответил не про НАТО, он ему ответил про то, что у России есть интерес в 4 регионах Украины, которые русскоговорящие, да. Ну и, конечно, это так запустило, как обычно, дискуссию в Украине на тему, какая разница, да, насколько язык важен или нет. Смотрите, мол, да, западный пан, благодаря вам и вашему отношению к языку, к русскому, да, что вы продолжаете о нем говорить, как-то там его отстаивать, западный пан говорит, что теперь на эти регионы претендует Россия. Ну, на мой взгляд, это вполне аргумент против них, да, я об этом тоже всегда говорил, когда речь шла о языковой политике Украины, да. Что западному политику они никогда не смогут объяснить, почему вот такая конструкция украинско-культурная, языковая, да, как она должна сочетаться с украинской территориальной целостностью, да, как она должна сочетаться с российскомовными людьми в Украине. Они никогда не смогут западному политику объяснить, что в их больных головах идея заставить русскоговорящих людей говорить на украинской мове, да. Они это никогда не объяснят. И таким образом они никогда не смогут объяснить, в чем вообще источник должен быть легитимности и территориальной целостности, да, то есть они этому Стиву Виткофу, как и другому любому западному политику, вне типа законов международных, да, международно признанных границ, вне этого никогда не смогут этому политику объяснить, почему их власть нужна в Крыму. Ну никогда не смогут этого объяснить, я об этом говорил. Вроде понятная логика, но для них почему-то недостижимая. То есть это все время видно на тех разговорах, где пана президента Зеленского об этом спрашивают, и вместо какого-то логичного ответа, может циничного, но хотя бы логичного, он рассказывает о том, что Путин занимается, чем подыгрывает, конечно, такой риторике. Он рассказывает о том, что Путин занимается истреблением русскоязычных на востоке страны. Никак это не связано логически с ответом на вопрос о языковых напряженностях в Украине, но он так регулярно отвечает, это его заученный ответ. Ну, в общем, вот так.
Простая мысль, но опять-таки почему-то для украинских политиков никогда недостижимая. Ну да, и в общем, типа за что боролись, вполне себе на то и напоролись они здесь. То есть со спокойным лицом он говорит, ну да, там русскоговорящие регионы, Украина, ну тут понятно, никаких расчетов нет на это. Ну да, и, конечно, завершает он тоже о том, что, ну, Украина и НАТО это нет. Ну, с нашей стороны, понятно, что юридически никто ничего, наверное, гарантировать не будет. Ну, там дальше уже под конец, я уже на ускорении большом смотрел, там вообще полный угар начался. Он рассказывал про портрет, короче, портрет Трампа, который Путин у художника заказал. Про то, что Путин ставил свечку, когда в Трампа стреляли, или молился там за него. Ну, в общем, вообще, типа, дикие уже откровенно пошли шизофренические вещи. Ну и такое тоже довольно сильным эхом отозвавшееся уже в украинском информационном просторе из этого интервью, это то, что вопрос про выборы напрямую задали, да, Такер Карсон задал. И вполне прямо Стив Витков ответил, что они на это согласились, да, украинское керівництво на это согласилось. Ну и тут задаешься вопросом, на что, да, потому что не до конца, ну, выборы рано или поздно точно в Украине случатся, как и рано или поздно закончится война. Это типа понятно. Но вопрос в том, на что согласился президент Зеленский, да. И, ну, судя по всему, да, в плане логично предположить, что, видимо, он согласился на выборы где-то в рамках перемирия, а не окончательного мира. Ну, потому что только в таком контексте имеет смысл говорить о том, что президент Зеленский согласился на выборы. Потому что если он согласился на выборы после уже капитального мирного договора, то тут и не с чем соглашаться, они и так бы настали, эти выборы. Но это просто мои мысли на тему этих слов, хотя в целом интервью носит такой довольно обывательский тон. Вот. Ну и при этом вы еще понимаете, какая аудитория, да, и какая атмосфера интервью. То есть Такер Карсон, он никогда не любил Украину, он ее всегда и зачастую голословно обвинял в каких-то таких вещах, типа там покупки президентом Зеленским Мерседеса Гитлера. Ну то есть вы еще должны понимать вот эту тонкость, да. Ядерный удар. Довольно забавная там строчка в этом интервью была, где они рассказывали, ну, типа, рассуждали на тему опасности, перспектив такой войны. Стив Уитков говорил о том, что он говорил европейским своим коллегам, что, пожалуйста, типа, не драконьте президента Зеленского, потому что если вы его будете драконить, то мы потом поддержку подскрутим ему, если он начнет исполнять. Ну, грубо говоря, формула такая. Он это европейским своим коллегам объяснял. И там вот в контексте этого они рассуждали, чем чревато, и довольно интересно, что рассуждали, Стив Витков говорит, что, ну, может быть, ядерное оружие применено, да. И он говорит, что, типа, ну, это не обязательно царь-бомба огромная, да. Это может быть тактическое ядерное оружие, но даже применение тактического ядерного оружия, и я думал, что он скажет, типа, способно там разъебать Киев, будут миллионы жертв. Не, он говорит, что даже тактическое оружие способно обвалить фондовые рынки. Но это просто мне показалось довольно типа юмористической частью этого интервью. Да, потом был, блядь, там потужнейший ответ на это Мережко. Мережко, человек, которого я часто вспоминаю, это глава комітету в українському парламенті, то есть депутат Верховної Ради, голова комітету по міжнародним відносинам. Пан Мережко, у него есть статья, которая называется, я вспомнил, «Грехи марксистской молодости». И вот что значит, если человек марксист, то это неизлечимо, это надолго. Значит, у него вава в мозгу, зря он пошел в политике, да. Но так уж получилось, что он попал в этот созыв парламента, еще и занял такую важную должность, то что вы думаете? Вместо того, чтобы не обращать внимания на это трешовое интервью, он, конечно, выдал ему оценку. Выдал оценку, ну, наверное, она пройдет незамеченной, но все-таки. Выдал ему оценку такую, как, ну, выдал оценку интервью ключевой фигуры в рамках вот этих переговоров между Москвой, Вашингтоном, ну и, соответственно, нашей судьбой, да, судьбой Украины, она решается где-то там. Выдал оценку, что это были вообще кремлевские нарративы, мы шокированы, так нельзя. Ну, в общем, такую классическую для Украины, еще не сменившей пластинку. Ну, это, в общем, это видеть страшно. Лучше бы молчал он в целом, молчал. И, конечно, когда читал я его пост, то вспоминал вот эту всю вообще конструкцию, да, где они рассуждают про ядерный удар, про Третью мировую войну. Мы еще будем читать сегодня интервью Зеленского Саймону Шустеру в Time. Но это уже классика жанра. То там опять вспомнят этот эпизод.
в овальном кабинете общения президента Зеленского и Трампа. И тоже это все вспоминается, и когда пересматривал, то вот это очень интересен весь этот момент, где они про вот эти карты. Играть, типа, вы играете с Третьей мировой войной, пан президент Зеленский говорит, что я, типа, не в карты приехал играть и все такое. И его Трамп пытается перекричать, да, и там вот довольно интересно, Трамп меняет слова, да. Он говорит сначала playing, как, ну, play, играть, да, playing, а потом он говорит gambling. И вот это довольно интересная перемена, такая тонкая, да. Вот, наверное, типа с первым словом действительно сложно согласиться, есть смысл спорить. Но вот если говорить про гэмблинг как вот именно азартные игры, да, как лудики, то, конечно, политик, еще и, да, завертевшийся в такой каше, то он, конечно, азартный игрок. И, конечно, типа, риски тут и Третьей мировой войны, и ядерного кризиса очень высоки. Очень высоки. И в этом смысле, конечно, всегда, как вот сейчас я читал Мережку, мне это просто напомнило слова радника голови Офісу президента, пана Подоляка, да, который вполне себе в интервью очередной там карге типа Латынина или еще на какой-то такой шляпе сказал, да, прямым текстом, я не знаю почему, то есть кто его заставляет, зачем он транслирует поток своих мыслей коксовых, непонятно. Но он сказал, да, буквально о том, что ну, нам бы было, конечно, здорово, если бы мы Америку втянули в войну, понятно, началась бы, блядь, Третья мировая война, это было бы охуенно здорово. Ну, то есть в целом, конечно, такие мысли они вынашивают в этом смысле, в этом есть какая-то помешанность есть, блядь, типа неадекватности есть какие-то ноты у этого. И в целом. Но про азартные игры и вообще вот этот гемблинг сам. Всегда меня вот эта конкретно деталь, конечно, в президенте Зеленском задевала, да. То есть просто каждое интервью у его, да, публичное, где речь заходит об этом, мне просто кажется, что это очень цинично так себя вести, в том смысле, что, безусловно, элемент азартной игры в этом есть. И отрицать это не стоит. Но президент Зеленский всегда, и, ну не могу я с этой нечестностью, да, с таким цинизмом и лицемерием, я просто никогда не могу мириться. Элемент азартной игры есть, но президент всегда, когда его о чем-то таком спрашивают, он всегда тянется за аргументами этическими. Он всегда строит из себя целку в таком виде, что типа о люди, о дети, о жизни. Может, это работает просто на женщин за 30 из ТикТока, да, помните, как вот та женщина, которая кричит: «Наш президент, наш Зеленский, він такий хороший ТикТок». На них, наверное, это работает, но просто, наверное, на любое третье лицо, связанное с политикой, которое прекрасно понимает, что управление страной в таких условиях, оно, конечно, сопряжено с решениями, которые несут очень высокие риски, оно никак не может быть ни милосердным, ни гуманным, ничем таким. И когда ты слышишь такие слова, ну, я верю, что от них и передергивает просто как от вранья, да. И выглядит это и нечестно, и неискренне, и некрасиво. Ну, в общем, вот такие мысли про пана Мережко и его комментарий стосовно интервью Стива Виткофа Такеру Карлсону. Если говорить про самого Стива Виткофа, то, конечно, мои эмоции после этого интервью, ну, не то что смешанные, они меня просто утвердили, ну, это же, наверное, всегда логично, утвердили в моей же картине мира, да, которую я всегда так и видел. То есть, на самом деле, есть какая-то линия, и это объективно, есть какая-то линия Украины, отношения американского государства к Украине, взгляды американского государства на Восточную Европу, да и вообще на Европу, которая проходит, конечно, над линией, над американской внутренней политикой. И определенно роль Украины, очевидно, как ключ какой-то, да, к Москве, роль эту Украина исполнила, то есть исполняет. Его сейчас вставили в замочную скважину, этот ключ, и провернули, да. И это, конечно, довольно предсказуемо. И в целом меня это интервью и весь тон такой обывательско-примитивный в этом только убедил, что, конечно, такой циничный, но вполне просчитываемый взгляд, он, видимо, существует где-то над политиками администраций для американского государства в Европе. И те, скажем так, аспекты, собирая весь тот пазл того, как они пытаются описать, или того, как описывают медиа будущее возможные отношения Москвы и Вашингтона, и того, как Украина была принесена в жертву этой разрядке, да, то они, конечно, полностью исчерпывают, по-моему, и
и доказывают, ну, вот то, что эта линия существовала над администрациями и над американской внутренней политикой, без теории заговора. Вот. То в этом смысле это, наверное, довольно грустно. Ну и, друзья, последний наш аккорд это, конечно, то, что мы с вами сейчас будем читать интервью, да, материал Time, как я сказал уже, это классика, интервью, которое взял Саймон Шустер, личный интервьюер регулярный Зеленского, взял у Зеленского. Называется оно «Эндшпиль». Ну, почему-то многие перевели его как «конец игры», но не совсем верно. Эндшпиль все-таки это эндшпиль, а не конец игры. Ну вот, и будем, в общем, его читать. Мне кажется, это более живо и более здорово будет. Вот. Только я, наверное, все-таки в перерыве перекурю, потому что что-то с дыхалкой. Не могу прям говорить каждое слово, как рожаю ежа. Вот. От нервов, может. Ну, сами понимаете, это грустные темы, хоть и предсказуемые. Грустные, хоть и предсказуемые, хотя многие люди писали об этих процессах, это об вот этих договорняках и перезагрузках каких-то американо-российских отношений. Многие люди об этом писали еще типа в конце десятых. Да, и что роль Украины здесь быть за бортом, ее ценой будут приняты, будет расширен восточный фланг НАТО, и сейчас, как финальный аккорд, конечно, Путина примирят с окончательным расширением НАТО, вероятно, через вот такие договорняки. Я знаю, что обычно люди не любят формат чтения, но мне кажется, что это есть больше смысла прочесть, чем если бы я вам его просто пересказал. Это дуристика была бы. К тому же интересно, вот эти тонкости с Саймона Шустера мы их всегда именно читаем, как правило. Ну, честно сказать, я краем глаза уже первые прочел какие-то строки, и они тоже особенно отзываются в сердце мене, как украинца, потому что я помню эти разговоры про то, что офис президента нужно перенести, сделать прозрачным, построить новое здание. Я помню разговоры о том, что нужно отказаться от партийных госдач на Конче-Заспе. Ничего этого не случилось, хотя времени было предостаточно. Прошло всего 6 лет с тех пор, как Владимир Зеленский был избран президентом Украины. Но он до сих пор съеживается от полированной латуни и люстр, которые заполняют его кабинет. Место действительно кажется довольно безвкусным, как комната, выхваченная прямо из Мар-а-Лаго. Ну поняли, Трамп, он тоже любит такую ромскую культуру. И Зеленский, кажется, не может перестать извиняться за это, когда показывает мне окрестности одним мартовским вечером. Так а в чем причина? Ну ладно, война, но до этого было вагон времени и были обещания, типа. Ну ладно, хорошо, комнату провести в ней ремонт не так долго. Ну, в общем, тот самый случай. По его словам, он предпочел бы утилизировать мебель, сорвать пилястры и использовать белую краску, чтобы скрыть сусальное золото на потолке. Потрясающе. Потрясающе. Это, конечно, полный эндшпиль. Но вы знаете, у нас было не так много времени на ремонт, особенно в последние несколько лет. Говорит он, имея в виду войну. Только в задней части его покоев, за украинской версией стола «Резолют», есть пространство, которое чувствует себя как дома для Зеленского. Которое чувствуется как дом для Зеленского. Небольшая комната с односпальной кроватью и набором картин, которые он выбрал сам. Они не являются музейными экспонатами. На местном базаре подобные могут стоить максимум несколько сотен долларов. Но они важны для президента из-за того, что они собой представляют. На том, что висит над его кроватью, изображен российский военный корабль, тонущий в Черном море. Но это, я так понимаю, тот самый русский военный корабль, иди нахуй. На другом изображены украинские войска, которые недавно сражались на территории России. На третьей, любимой Зеленском, изображен Кремль, охваченный пламенем. Каждая из них о победе, говорит он, когда мы втискиваемся в пространство, чтобы посмотреть на фотографии. Вот где я живу. Но это мощно. Это мощно. Но он не пригласил меня на экскурсию. Его основная цель, насколько я могу судить, заключается в том, чтобы прояснить ситуацию после недавнего визита в овальный кабинет, который стал вирусной сенсацией для всего мира и источником трепета для его страны. В течение нескольких бесконечных минут утром 28 февраля президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс ругали Зеленского, называя его неблагодарным, слабым и опасным, обсуждая его попытки возразить.
«У вас нет карт», — сказал Трамп Зеленскому. «Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной». По совету людей, комрадов, которым он доверяет, Зеленский в основном избегает говорить об этом эпизоде. Там, кстати, Стив Уитков в том прошлом интервью, которое он давал Такеру Карсону, они тоже задаются вопросом, кто проинструктировал Зеленского, ну, намекая, видимо, на либо демократов, либо европейских союзников. Я думаю, что тут вопрос команды Зеленского. Ну, я уже говорил свое мнение, что надо было, если не было разговора до этого, сливаться. По совету людей, которым он доверяет, Зеленский в основном избегает говорить об этом эпизоде, не желая усугублять дипломатический кризис, который грозил стоить ему ни много ни мало существованию его страны. Его стандартный ответ на вопросы об этом был: давайте оставим это истории. Даже сейчас он надеется перевернуть страницу и двигаться дальше. Но его инстинкты редко позволяют ему долго молчать о вещах, которые его беспокоят, что отчасти привело его к неприятностям с Трампом. По словам Зеленского, перед этой встречей у него все было спланировано. Во время войны он несколько раз бывал в Белом доме. Но это будет его первая встреча с Трампом в овальном кабинете. И это станет критическим моментом в усилиях Трампа по принуждению к мирному соглашению на Украине. Чтобы произвести впечатление, Зеленский решил привести набор подарков. Их цель состояла в том, чтобы преодолеть любую неприязнь президента США к Украине и развеять то, что Зеленский считал влиянием российской пропаганды на Белый дом. Вот так выглядит та самая обложка. Да, это во мне это, конечно. Это не с украинскими журналистами общаться. Один из подарков вписывается в зарождающиеся традиции эпохи Трампа, когда гости приносят блестящие знаки своего уважения и верности. В недавнем примере премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Трампу золотой пейджер в память о взрывных устройствах, которые Израиль использовал, чтобы убить или ранить 1000 своих врагов в прошлом году в Ливане. Владимир Путин пошел еще дальше, заказав картину маслом с изображением Трампа и отправив ее в этом месяце в Белый дом. Ну, это не я рассказывал. В случае с Зеленским подарок был еще более блестящим. Чемпионский пояс его друга Александра Усика, которому принадлежит титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Ну и друзья Усика, конечно. Заняв свое место в овальном кабинете, Зеленский положил ремень на боковой столик возле правого локтя, планируя протянуть руку и передать его Трампу на глазах у собравшихся журналистов. Вместо этого, когда начался телевизионный брифинг, Зеленский потянулся за еще одним из своих подарков. Это была папка, содержащая серию жутких фотографий, на которых изображены украинские военнопленные после пребывания в российском плену. Некоторые из их тел были гротескно истощены, у других были следы пыток. «Это сложная вещь», — сказал Трамп со свинцовым лицом, когда он взял фотографии у Зеленского и начал их просматривать. Эти фотографии, по словам некоторых американских чиновников, стали моментом, когда встреча пошла не так. Если бы Зеленский предложил чемпионский пояс, этот жест мог бы поднять настроение. Вряд ли. Фотографии произвели обратный эффект. Они, казалось, насторожили Трампа, как будто его обвиняли в страданиях этих солдат. Тем не менее, даже сегодня Зеленский не жалеет о своем решении подарить эти изображения. Он пытался выйти за рамки деловых инстинктов Трампа, выйти за рамки его потребности влезть и обратиться к Трампу как к человеку. У него есть семья, близкие, дети. Он должен чувствовать то, что чувствует каждый человек, говорит Зеленский. То, что я хотел показать, было моими ценностями. Но затем разговор пошел в другом направлении. Один из самых болезненных обменов мнениями на встрече в овальном кабинете произошел ближе к концу, когда Зеленский спросил, посещал ли Джей Ди Венс Украину во время войны. Они оба знали, что он этого не делал, и Венс ответил, что его не интересуют пропагандистские туры Зеленского. Оскорбление должно быть за дело. На протяжении всего вторжения политика Украины заключалась в том, чтобы поощрять гостей, видеть ее разрушение вблизи. Но об этом, кстати, рассказывает Кит Келлог. Он рассказывает, что был в Изюме. Ну, спецуполномоченный, уже как только его статусы не менялись. Кит Келлог, уполномоченный по делам Украины, Белого дома, рассказывает, как он... Ну, кстати, не особо публичная вещь на самом деле.
как он был в Изюме и был в военном госпитале в Ирпене. Зеленский часто приводит посетителей в больницы, полные раненых солдат, руины, оставленные ракетными ударами, или массовые захоронения, оставленные российскими войсками. Посланники Белого дома стараются избегать подобных экскурсий с тех пор, как Трамп вступил в должность в январе. Но Зеленский по-прежнему привержен их ценностей в дипломатии, и его команда пригласила меня совершить такую поездку в день нашего интервью. Поздно утром того же дня президентский кортеж, ну, написал бы о том, что это случилось, да, но он об этом не пишет. Он пишет о том, что они избегают таких визитов. Ну, просто он был, но он ничего не изменит, этот визит, да. Ну, он ничего и не изменил, в смысле про Кита Келлога, то, что они здесь не пишут, да. Поздно утром того же дня президентский кортеж выехал из офиса Зеленского в западные пригороды Киева и остановился в селище Мощун. До российского вторжения в этом месте проживало около 800 человек, и его претензия на славу заключается в том, что Зеленский в начале своей карьеры актера и комика снимал здесь один из своих самых популярных ситкомов. Теперь по всей Украине Мощун известен как деревня, где российская попытка захватить Киев провалилась. Ну понятно, Мощун особое место в Киевской области теперь, но, по-моему, я не знаю просто о каком ситкоме идет речь, типа «Сваты», они не в Мощуне снимались, в другом совершенно месте. Битва, которая бушевала, ну, я типа к тому, что, ну, хочется, конечно, докрутить, да, драматизма, но зачем искажать факты? Битва, которая бушевала на окрестных полях в лесах и в течение 23 дней в конце февраля и в марте 22 года, была, пожалуй, самой серьезной в Европе со времен Второй мировой войны. Если бы все закончилось иначе, русским удалось бы окружить Киев, свергнуть Зеленского, поглотить большую часть Украины и перекроить европейскую карту. Вместо этого сотни российских спецназовцев были убиты в Мощуне, разрозненной смесью украинских военных, полицейских, национальных гвардейцев и обычных гражданских лиц, некоторые из которых были вооружены только ручными гранатами и охотничьими ружьями. Никто не верит в нашу победу так, как я. Ну, это понятно, это прошлая статья. Наши воины в Мощуне уступали в численности 13-1, сказал мне Зеленский. Это не пропаганда, настаивал он. Это факт. Прошло 3 года с тех пор, как Россия проиграла эту битву, и мы приехали отметить годовщину. По этому случаю канцелярия местного губернатора подготовила тщательную продуманную церемонию, в которой военные оркестры и почетный караул стояли по стойке смирно, а штыки их винтовок сверкали на солнце. Поле битвы, на котором погибло по меньшей мере 125 украинцев, теперь было украшено флагами. На некоторых из них было написано «Украина или смерть». Пока мы ждали начала церемонии, я пошел к деревянной хижине, где несколько женщин продавали сувениры военного времени. Маленьких гномов, украшенных камуфляжом и гильзами от пуль. Подойдя ко мне, один из сотрудников штаба Зеленского вспомнил, как выглядела эта сцена в предыдущие годы в первую и вторую годовщины битвы. «Это выглядело более реальным», – прошептал он. Возможно, Венс был прав. Бывает трудно удержать грань между торжественностью и пропагандой. Со временем свежие раны превращаются в старые шрамы. Поля сражений становятся мемориалами, и кич начинает проникать внутрь. Декорации вокруг Зеленского выглядели бесспорно хореографическими, когда он проходил мимо почетного караула и возлагал венок на его подставку. Непосредственность событий сошла на нет, и это осложняет дипломатический вызов, с которым сталкивается Зеленский на данном этапе войны. Выживание его страны зависит от его способности сохранить поддержку и симпатию иностранных союзников. Но по мере того, как война превращается в смертельную рутину, ему становится все труднее удерживать их внимание и привлекать на свою сторону таких людей, как Трамп. На краю церемонии один из президентских охранников подавил зевок, что заставило меня сделать то же самое. Прошлой ночью было трудно заснуть. Последний рой российских беспилотников появился в небе вскоре после полуночи. Сообщалось, что они были шахидами или мучениками, и Россия переняла их у Ирана. В социальных сетях украинцы любят заявлять о своем прибытии, публикуя эмодзи с изображением мотороллера, потому что оружие звучит как летящая веспа и набирающие обороты, когда они пикируют из облаков. В моей квартире рядом с президентской резиденцией сирены воздушной тревоги не звучали. Поэтому я проснулся от грохота зенитных пушек, установленных на крышах. Свет от их дульных вспышек танцевал на стене моей спальни. В это время Зеленский находился в поезде, возвращаясь из своей последней поездки в Европу. Ну, давайте скажем, крайней поездки в Европу. Одна из его остановок на той неделе была в Финляндии, которая, к сожалению, имеет 80
30-мильную границу с Россией, самую длинную среди всех членов НАТО. В центре Хельсинки Зеленский совершил экскурсию по обширному подземному укрытию, предназначенному для обеспечения безопасности и комфорта граждан Финляндии в случае российских бомбардировок. Несмотря на то, что население страны составляет всего лишь 5,6 миллиона человек, эта страна построила сеть таких приютов, достаточную для почти 5 миллиона человек. Эти ребята играли там в хоккей, с удивлением отметил Зеленский. У них есть тренажерные залы, магазины, как в маленьких городах, огромное пространство. Он подписал соглашение с правительством Финляндии о строительстве подобных нор в Украине. Когда он ехал домой на поезде, на экране его ипхоне вспыхнула воздушная тревога, указывающая на приближение шахедов. По данным украинских военно-воздушных сил, 214 из них будут наносить удары волнами в течение всей ночи. Некоторые из них будут снаряжены вакуумными бомбами, способными испепелить целое здание. Основной целью стал город Одесса на прибрежье Черного моря, где беспилотники нанесли удары по жилому дому, торговому центру и другим объектам. Они также отключили электричество в трех районах города. Один из ближайших соратников Зеленского, президент Чехии Петр Павел, оказался в тот день в Одессе, и его поезд отправился всего за 20 минут до начала бомбардировки. Этот опыт потряс его. Ранее в тот же день Трамп и Путин провели телефонный разговор, чтобы обсудить американское предложение о прекращении огня, и российский лидер сказал, что рассмотрит, по крайней мере, некоторые из его условий. Павел с трудом осознавал эту двуличность. Нужно быть по-настоящему циничным, когда заявляешь о желании вести мирные переговоры или переговоры о прекращении огня, и в то же время наносить массированные удары по гражданской инфраструктуре, сказал он во время визита к Зеленскому на следующий день. С такой партией крайне сложно иметь дело. Среди международных союзников Зеленского Павел долгое время был одним из самых стойких и эффективных. В первый год российского вторжения США прочесывали мир в поиске артиллерийских снарядов, необходимых Украине для продолжения боевых действий. Им не хватило. Тогда Павел, лидер страны, которая меньше по размеру штата Айдахо, нашел способ получить более миллиона таких снарядов, которые быстро подарили Украине. Впервые я встретился с ним прошлым летом в Швейцарии во время саммита мира, который Зеленский организовал более чем для 80 стран мира. Саммит, проходивший на альпийском курорте Бюргеншток, должен был продвигать видение Зеленского по прекращению войны. В его основе лежал план, который он называл «формулой мира», состоящий из 10 принципов, которые он считал необходимыми для любого прочного урегулирования с Россией. Некоторые из его требований казались его союзникам причудливыми. Пятый пункт призвал к полному безоговорочному выводу войск со всей территории Украины. Пункт 7 требовал справедливости для всех российских военных преступников, включая Путина и его высших генералов. Никто не ожидал, что Украина достигнет всех этих целей, особенно в ближайшее время. Тем не менее, Зеленский и его команда увидели в этой формуле свою путеводную звезду, не практическую дорожную карту к миру, а идеал, к которому должны были стремиться дипломаты мира, стремясь положить конец войне. В нем изложено то, что мы будем рассматривать как окончательное разрешение этого кризиса и его последствий, говорит глава администрации Зеленского Андрей Ермак, который также является ведущим переговорщиком от Украины. Мы придерживаемся этого видения, говорит он. Как и большинство зарубежных союзников Украины, президент Павел поддержал формулу мира, но у него было гораздо более трезвое представление о том, чем закончится война. Большую часть своей карьеры он служил в армии, дослужившись до звания генерала и работая в высшем командовании НАТО. В кулуарах саммита в Швейцарии он сказал мне, что возможный мир в Украине будет уродливым, злым и трудным для Зеленского. Достижение возвращения полного суверенитета и территориальной целостности не является целью на ближайшую перспективу, сказал Павел. Этого не произойдет в обозримом будущем. Он призвал меня вместо этого подумать об исторических линиях фронта и оккупациях, которые оставались замороженными на протяжении десятилетий. Интересно, почему Петр Павел сейчас, об этом подумал, а не раньше. Например, советское господство в Восточной Германии, где Берлинская стена простояла более 28 лет. Или сильно милитаризованная граница между Северной Кореей и Южной Кореей, которые официально остаются в состоянии войны, несмотря на перемирие, достигнутое в 1953 году. Или страны Балтии и Восточной Европе, которые Советский Союз оккупировал в 1940 году. Используя санкции против Москвы и другие формы дипломатического давления, Запад пытался противостоять этой оккупации, но это продолжалось более полувека. Все эти примеры, по словам Павла, служат прецедентами того, что чем скорее всего закончится война... Все эти примеры, по словам Павла, служат прецедентами того, чем скорее всего закончится война в Украине. «Я не вижу шансов», — сказал он, — «что Украина сможет превратить войну в свой быстрый успех».
Действительно, за месяцы, прошедшие после саммита в Швейцарии, грандиозное видение мира Зеленского было урезано до размеров. Формулу мира он больше не упоминает в своих выступлениях. В октябре, когда приближались президентские выборы в США, Зеленский представил менее амбициозный план. Он состоял всего из 5 пунктов. В первом из них содержался призыв к тому, чтобы Украина получила приглашение вступить в НАТО, в то время как в двух последних был принят новый подход, апеллируя к финансовым интересам США, а не к каким-либо общим ценностям. Среди соблазнов, которые предлагал Зеленский, был доступ к полезным ископаемым на триллионы долларов, спрятанными под украинской землей. Прошлой осенью, после обсуждения этой идеи с Зеленским в Нью-Йорке, Трамп ухватился за нее, и его администрация вскоре предложила США заключить сделку, чтобы прибыль от минеральных богатств Украины в качестве компенсации за военную поддержку. Зеленский отказался от условий, которые Трамп предложил в своем первом проекте сделки, но после нескольких недель напряженных переговоров США и Украина остановились на версии, с которой могли бы согласиться обе стороны. Зеленский и Трамп должны были подписать его после встречи в овальном кабинете. Их аргумент разрушил эти планы. На следующий день Трамп отложил сделку по добыче полезных ископаемых и решил занять жесткую позицию с Зеленским. Его администрация объявила о приостановке помощи Украине, в том числе поставок критически важных разведданных, оружия и боеприпасов. Специальный посланник Трампа на Украине генерал Кит Келлог заявил, что украинцы сами навлекли это на себя. Зеленский не смог продемонстрировать в овальном кабинете готовность принять план Трампа о мире. И реакция США была чем-то вроде удара мула двойкой на 4 по носу. Ну, в смысле, брусом 2 на 4 дюйма по носу, как я понимаю. Сказал Келлог, привлекли их внимание таким образом. Более того, это сковывало вооруженные силы Украины на поле боя. Не имея доступа к данным с американских спутников, они потеряли возможность обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и крылатых ракет. В результате у Украины стало меньше времени на то, чтобы предупредить мирных жителей и военнослужащих о приближающемся авиаударе. Наиболее остро удар был нанесен в Курской области, где русские добились стремительного наступления. Но Зеленский отказался возлагать вину на администрацию Трампа. «Это не связано», — сказал он мне. «Не поймите меня неправильно. Состояние морального духа всегда зависит от того, стоят ли рядом с вами ваши партнеры. Но я бы не сказал, что заморозка повлияла на операцию в Курске». Что больше всего беспокоило Зеленского в роли Трампа в этой операции, так это не столько обмен разведданными, сколько российская дезинформация. В разгар боя Трамп провел телефонный разговор с Путиным, который сообщил президенту США, что тысячи украинских военнослужащих в Курске были окружены российскими войсками. «Это была ложь», — сказал мне Зеленский, но Трамп продолжал его усиливать. Для Зеленского это выглядело как часть шаблона. По его словам, американские чиновники начали верить Путину на слово, даже когда их собственная разведка этому противоречила. «Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью информации», — сказал мне Зеленский. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят заканчивать войну и нужно что-то сделать, чтобы их заставить. Напряженность, возникшая в результате встречи в овальном кабинете, начала рассеиваться примерно через 10 дней, когда Зеленский и Трамп отправили своих высокопоставленных помощников на раунд переговоров в Саудовскую Аравию. Встреча, которая состоялась в городе Джидда 11 марта, длилась около 10 часов. Американская делегация во главе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтсом и госсекретарем Марко Рубио хотела обсудить детали того, где прекращение огня остановит линию конфликта. В какой-то момент мы даже достали карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся закончить эту войну, позже сказал Уолтс Fox News. Конечно, обеим сторонам придется пойти на некоторые компромиссы. Это замечание говорит о том, что США хотели знать, сколько территорий Украина готова уступить русским. Но Ермак, ведущий украинский переговорщик, на встрече говорит, что он не интерпретировал это таким образом. Карта была важна для того, чтобы помочь им понять текущую ситуацию положения дел, ключевые стратегические элементы. Американцы не выставляли трибуны и не выдвигали требований. Они нашли время, чтобы послушать рассказ украинцев об истории войны и сражениях, которые велись на этом пути до настоящего момента. Через несколько часов после начала переговоров Ермак и его команда позвонили Зеленскому и попросили дать указания. Он сказал им, чтобы они согласились на прекращение огня без предварительных условий. В каком-то смысле это был еще один масштабный спад.
Зеленский всю войну требовал гарантий безопасности от американцев и уступок от русских. Теперь почти все его требования были отброшены. Ермак признался, что это было сложно, но мы должны быть прагматичны. Мы должны двигаться шаг за шагом, сказал он мне. Сейчас не время для идеализма. После переговоров в Джиде США договорились возобновить поставки военной помощи и разведданных в Украину. Встреча в овальном кабинете стала казаться неприятным воспоминанием. С точки зрения Зеленского, не все последствия этой встречи были пагубными. Его рейтинг одобрения резко вырос в первые дни марта, достигнув почти 70% в некоторых опросах. Уровень, невиданный с первых месяцев российского вторжения, да было даже выше, если говорить с первых месяцев российского вторжения. Это показалось мне странным, учитывая, насколько он рисковал, споря с Трампом и Венсом в овальном кабинете. Казалось разумным, что его граждане обвиняют его в провале дипломатии. Когда я спросил об этом, Зеленский ответил своим вопросом. Да, разумно, кажется, конечно. Почему украинцы защищались в начале этой войны? Это было из-за достоинства, сказал он мне. Мы не считаем себя какой-то сверхдержавой, продолжил он. Но украинцы очень эмоциональны, и когда речь заходит о нашем чувстве достоинства, свободы, демократии, наш народ поднимается и объединяется. То, что они надеялись увидеть в овальном кабинете, было доказательством того, что Соединенные Штаты остаются их союзником. Но в тот момент было ощущение, что вы не союзники или не занимаете позицию союзника, сказал Зеленский. В том разговоре я защищал достоинство Украины. Какой бы ценой это ни стоило, его народ не винит его за это. Тоже, похоже, не сделали этого и американцы. В опросе Ipsos, проведенном в середине марта, примерно через 2 недели после столкновения в овальном кабинете, 60% респондентов заявили, что США должны поддержать заявку Украины на вступление в НАТО. 3/4 согласились с Зеленским в том, что Путину нельзя доверять в соблюдении какого-либо режима прекращения огня. Даже после нескольких недель нападок на Украину, в правых СМИ большинство американцев положительно относятся к Зеленскому. Он видит в этом возможность. Пока Трамп продолжает настаивать на мире, Зеленский намерен влиять на процесс, обращаясь напрямую к американским избирателям. Без сомнения, он согласился дать мне интервью отчасти по этой причине. Но это, конечно, жестко. Но он также признает, что не склонив на свою сторону самого Трампа, у него мало шансов обеспечить стабильный мир. По крайней мере, на этом фоне непокорность Путина может оказаться преимуществом. За последние несколько месяцев, в то время как Зеленский шел на уступки, российские требования стали только более экстремальными. Запуская бомбы против мирных жителей, Кремль продолжает настаивать на максималистских условиях прекращения огня, включая демонтаж вооруженных сил Украины, свержение ее правительства и гарантию того, что Украина никогда не вступит в альянс НАТО. К разочарованию Зеленского Трамп согласился на некоторые из этих уступок, не получив ничего взамен. Он снял с повестки дня заявку Украины на вступление в НАТО. Он даже предложил, что приветствовал бы возвращение России в G7, клуб самых богатых демократий мира. По словам Зеленского, если допустить, что это будет отменено, единственное конкретное наказание, с которым Путин столкнется за вторжение в Украину, его изоляция. Это большой компромисс, сказал мне Зеленский. Представьте себе освобождение Гитлера от его политической изоляции. Да, это было бы жестко. Поскольку Трамп настаивает на прекращении войны, он, похоже, приберег всю пряник для России. Поскольку Трамп настаивает на прекращении войны, он, похоже, приберег все пряники для России, в то время как кнут достается украинцам. Изображение заставляет Зеленского улыбаться и взвешивать свои слова. «Если морковь отравлена, то слава богу», — говорит он. Может быть, в этом и заключается хитрость этой дипломатии. Если захочет, Трамп может выжать уступки из русских, потому что он, похоже, единственный, кого Путин боится. В те моменты мирного процесса, когда США угрожали ввести санкции против Кремля за его продолжающиеся бомбардировки Украины, русские действительно испугались, говорит Зеленский. Со временем он все еще надеется, что Трамп поймет, что Путин слабее, чем кажется, что ему нельзя доверять, и что победа России в этой войне станет катастрофой не только для Украины. По его словам, это было бы потерей для всего Запада, и особенно для США и их нынешних лидеров. Трамп и его команда не смирятся с такой потерей, говорит Зеленский. У них есть свои амбиции, они видят свою роль в истории, не только как могущественные лидеры, но и как те, кто может добиться достойного окончания войны. Вот почему я не верю в эти апокалиптические сценарии. Честно говоря, не верю.
Тем не менее, в одном из своих недавних телефонных разговоров с Трампом Зеленский попытался нарисовать картину этого сценария. Что произойдет, если режим прекращения огня окажется уязвимым для бесконечных нарушений со стороны России? Все города, поселки на Украине, расположенные вдоль линии фронта во время холодной войны, превратились бы в тысячу Берлинов, отгороженных стенами и разделенных едва ли способных выжить. По его словам, это будут мертвые зоны на карте Европы, и Зеленский не думает, что Трамп хочет оставить такое наследие. В ближайшие недели Зеленский продолжит доводить эту мысль до Трампа и Венса, апеллируя не к их узким политическим интересам, а к их принципам как государственных деятелей и людей. Во время одного из недавних телефонных разговоров он даже предложил Венсу пересмотреть свое решение не посещать Украину во время войны. «Мы все еще ждем вас», — сказал Зеленский со смехом. Вице-президент не ответил. Усик говорил, что это не настоящий пояс, кстати, привезли, но я не знаю, что там Усик понимает вообще в этих поясах, какой настоящий, какой нет. Несколько дней спустя мы стояли у двери офиса Зеленского. Я задавался вопросом, что случилось с чемпионским поясом? Был ли у него шанс отдать его Трампу, или он привез его домой после встречи? Я не знаю, сказал мне Зеленский. Может быть, он все еще лежит там. В замешательстве, последовавшем за их спором, он оставил его на приставленном столике рядом с диваном. Позже, в тот же день, когда украинцы ушли, один из сотрудников Белого дома нашел пояс и отнес его в частную столовую Трампа, где он теперь стоит вместе с другими сувенирами. Напоминание о неудачной дипломатии. Хорошо, что домой не спиздил себе. Все, конец, я прочел. Чуть глаза не вылезли. Накормили, конечно, голубцами с говном, но нужно было прочесть все-таки. Мне понравилось, как Карсон и Витков смеялись с пугалки про то, что Пыня КГБшник. Да, это смешно. Это смешно. Да как туда принимают хитрых людей, каких-то способных манипулировать? Их, ну, там буквально учат этому. То есть это не то, что придумано, да. Туда, говорит, принимали в Советском Союзе умнейших людей, да, не сомневаюсь, блядь. Но я говорю, то интерв'ю страшне прямо. Я не згоден, що в інфраструктурному перемир'ї ми програємо як в морському. У росіян ще багато цілей у газорозподільчій мережі, електророзподільчій мережі, з'єднання з Європою. Найкритичніше, звичайно, це трансформаторні підстанції на АЕС, ну да, об этом ми говорили, і розглядають цю домовленість як розмін перемир'ями. Їм більше вигідно морське, а нам менше. Нам більш вигідно інфраструктурне, а їм менше. Більш-менш рівнозначний обмін. Цікавий погляд, дійсно, Дешендиїру. Тупые американцы забыли, на каком языке они говорят, пишет CUC. Может, англосаксам следует напомнить это, понимаешь, у них просто нет такой проблемы, как у нас, да? Поэтому и не стоит вопрос отделения территорий по языковому признаку. Им не надо объяснять, что они кого-то хотят что-то там перевзуть. Ну и главное, конечно, им вообще никому ничего не надо объяснять. Что хочешь, то исполняй. То это, конечно, совсем такое нечестное сравнение. Я от чесно не розумію, чому ти вважаєш, що такі типи, як Вітков, саме підігрують риториці Пипи, а не щиро вірять у пиняву пропаганду? Які аргументи на цю користь? Да ніякі, як і аргументи, що вони слепо вірять этому. Думаю, что люди, достигшие таких высот в политике, наверное, не такие идиоты, да. Ну и как-то так получается, ну тут тоже вопрос рисков, да. И риски. Как-то так получается, что вот мы умные, все вокруг дураки, но потом мы в жопе и в жопе, в жопе и в жопе, в жопе и в жопе. Просто о прошлой администрации говорили то же самое, что Джо Байден не склонен слушать молодых советников по каких-то, да, в вопросе международной политики и безопасности, склоняется к мнению старых советников, которые живут еще лекалами холодной войны. Итоги хуевые, потеряно драгоценное время в вопросе поддержки Украины, ценнейшее, которое нельзя никак вернуть назад. Не знаю, насколько близко к правде, да, там чья-то глупость или не глупость. Но понимаю, что сама политика все-таки шла с каким-то реальним расчетом, да. Я думаю, що більше іноземних політиків мають проблему з самим фактом, що у нас є російськомовні, а не з насильницьким процесом українізації. Вони про цей процес не знають, особливо американцям важко пояснити, чому у Росії можуть жити російськомовні, а жити в Україні, Казахстані і т.д. Працює чмошний принцип прирівняння мови до країни. Но опять-таки, Україна нічого не зробила для того, щоб добиться каких-то обратных результатов, да. Просто я-то в целом глобально, да, это просто я отвечаю на их аргумент.
про мову, да. В целом-то глобально это такие мелочи, на которым им похуй, они торгуют интересами Украины как хотят в обмен на свои там договоренности с Москвой. Им мова, не мова, регионы, не регионы, им похуй глубоко, абсолютно поебать, конечно, да, это супер мало их интересует. Это я только отвечаю на их аргумент, реально. Так-то, думаю, в контексте конкретно вот этих переговоров вложили они, конечно, болт на такие там мелочи жизни. Не путать с Савиком Шустером, да, не путать с Савиком Шустера, Саймона Шустера. Интересно, он умер, по-моему, нет? Что там? Че зря его похоронил. У Саныча френч флиска уже есть. Осталось приобрести аксессуар типа трубки, чтобы скромно оставить после себя. Да, одна трубка, флиска и кроссовки New Balance. Вакуумні бомби останній раз я чув про них 3 роки назад. Хоча потім ще щось було таке. Ну да, як вони, баротермічні, бармічні. Ну я ще тут знаток вооружений. Термобарические, во, блядь. А ловко этот стример придумал заменять фразу «блядь, какой кринж» на паузу со вздохом. Но он так давит на эмоции. Не оставляет пространства. Хорошо, что до этого я уже что-то сказал. Не является ли картина с горящей столицей соседнего государства ресентиментом? Ну ты даешь. Ну чат исполняет. Ну чат исполняет. Разве Зеленский снимал заявку на вступление в НАТО? Только недавно все президенты Украины заявляют, что не собираются идти на условия Трампа по отказу от вступления в НАТО, да? Ну заявку не снимал. Тут имеется в виду, в общем, на повестке дня не стоит, что вся американская администрация в один голос рассказывает, что нет, 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 нет. Но я думаю, что тут и вне администрации нет, конечно. Вопрос, конечно, дебилкуватый, но почему бы и нет? Каких бы ты президентов США выделил бы с 45-го года? Кеннеди, Никсон, Рейган, Клинтон, Обама. Рейган за анекдоты, Обама за то, что Обама. Ну и Буш за то, що тапкам кидали. Ну, думаю, це вже список достаточний. У нас немає ніякого підґрунтя, щоб вірити обидві з цих теорій. Але теорія щирої віри у поняву пропаганду підкріплена офіційними заявами, в той час як теорія про много ходов очка. Ну, это просто не много ходов очка, типа, тут нет конспирологической составляющей, да. Есть как раз их публичная риторика, я всегда склонен публичной риторике не доверять. Хотя не отрицаю этого абсолютно. Ну, в целом, ну, имеет право на существование это мнение, согласен. Що ти можеш сказати про такого політолога і філософа, як Валентин Гладких, який працює на Ісландії? Могу сказать только плохое, но из интересного знаю, что он родом из Чечни корнями. Что нас сближает, да, то ли из Грозного, то ли из Гудермеса его семья, если говорить об этом. Да, по-моему, из Гудермеса. Денис, думал ли ты о том, что окончание боевых действий сопряжено для тебя с потерей аудитории? Не думал, честно сказать, потому что... Ну, не знаю, как там оно отразится. Ну, наверное, плохо, в смысле, снизится политизированность, да, в смысле, меньше людей, может, будет смотреть. Но я и не хочу об этом говорить, да, в целом. У меня есть, может, несколько мыслей магистральных, которые я хотел бы сказать, да, но их довольно сложно выразить обтекаемо, чтобы они спокойно с украинским законодавством дружили. По этой теме просто войны. И все, я хотел бы, конечно, о каких-то других темах говорить, ну, таких более политологичных и в формате видео, а не стримов, да. То есть мне, честно сказать, не то, чтобы этот формат очень нравился, он, типа, с информационной точки зрения довольно ущербный по множеству причин. Почему эндшпиль, если на обложке написано endgame? Ну, по-моему, endgame это эндшпиль. А конец игры это как-то гейм-овер скорее, да? Ну, то есть, когда это переводят как конец игры, это не то же самое, что когда переводят финальная часть игры, понимаешь? Ну, я так считаю. Сколько стоит бронь, спрашивают в чате. Ты шо, ебанулся? Чем новый дан, не выебайся. Правильно? Не, ну я думаю, это же не серьезный вопрос. Несерьезный, наверное, вопрос. Это просто АПшная когорта, ну, пропагандистской обслуги, да, его агитаторов, ни больше, ни меньше. Притом, нужно ли выносить им этичные оценки, да, все они выступают за самые какие-то живодерские, необязательные вещи. Постоянно, ну, они там вдвоем, он ему сидит, поддакивает Гладких про то, что жены военных не должны уезжать за кордон с самыми там мерзкими формулированиями, да, они это озвучивают. И всякие другие вещи, связанные с вот такими рисками для жизни, которым они себя, да, не подвергают и не планируют, будучи здоровенными быками, получая бесконечные деньги от офиса президента по разным линиям.
По-моему, это полный пиздец. Это не заслуживает ни упоминания, ни обсуждения. Это просто грязь. Это как, вот помните, Любарский, да, он просветил меня, что такое мразь. Мразь, это значит, когда откачали яму с говном. Я знаю, что такое, я выкопал яму, у меня есть яма с говном. Когда ее откачали, на стенках остался кал размазанный. Вот это мразь. А типа серьезно относиться к их каким-то политическим размышлениям, там, истоки российского авторитаризма, еще это смешно. Украине нужно завозить по 400 тысяч мигрантов в год, чтобы сбалансировать рынок труда. Глава экономического дискуссионного клуба Пензин. Но это фамилия. По его словам, в Украине огромный дефицит людей, рабочих специальностей, водителей грузовых авто, инженерно-технических работников. Вместе с тем большой избыток юристов, экономистов, журналистов, политологов, других пиздоболов. Да, их у нас много. Их есть у нас. Ну, блин, ну согласись, другой носит окрас ебаный в рот, чем конец игры, когда вот игра окончена, чем вот финальная ее стадия. Ну, я хуй знает. Доебались вы до меня. У тебя яма с говном или человеческий септик? Да просто резервуар с говном бетонный, да. Типа стакан, кольцо и крышка с люком. То есть без перелива в септик. Вийшов би 1 на 1 проти однієї качки розміром з коня, чи проти 100 коней з розміром з качку? 100 коней розміром з качку, чи проти однієї качки розміром з коня? Одна качка розміром з коня. Ну, она б запиздила. Ну, тут типа обои вариантов однозначный проигрыш. Но первый вариант бодрее, конечно, мне кажется. Вот, кстати, не соглашусь с тобой, Денчик. В Укр-мигранты, скорее всего, поедут. По-перше, климат, даже с учетом войны. По-друге, оплата все равно больше. Какой климат? Что он лучше, чем в Сирии климат? Откуда они поедут? Ну, то климатический аргумент в мигрантах, я не знаю. Первый раз таке чую. Це що тебе, блядь, этот нахуй? Большое переселение народов, чи шо? Да ты что, Зеленский бы меня нахуй убил. Он, во-первых, психопат. Во-вторых, качается, занимался... блядь, тайским боксом занимался. Он какой-то, в общем, блядь, такой хуйней. Думаю, он би виріз мені кадик. А хто був на піку своєї форми сильніший? Дзюдоїст Пипа чи кікбоксер пан президент? Я думаю, пан президент по реале, а Пипа то хуйня все, и вот эти его там бесконтактный бой, вот этот дзюдо. Ну это я так думаю, вообще не знаю. Ну, по сравнению с той же Германией или Францией, в Украине теплее, меньше дождей. Ты шо, гонишь? Да ну нахуй, в Украине холоднее значительно, чем во Франции или в Германии. Ну тут зимы значительно холоднее, даже сейчас. У Тайм обложка пана президента с надписью Endgame. Это отсылка на Мстители, финал. Значит, Голобородько придет из прошлого, чтобы победить за... Я бы такому не удивился раскладу. Голобородька стоит ждать на этих виборах. Тепер молодість триватиме до 45 років. ВООЗ змінила вікову класифікацію. Типа молодость до 45, а потом через 5 лет сразу смерть. 50. Ти всю жизнь прожив молодим, чо, ніхуйово. Як вважаєш, Пипа родич Гітлера по лінії матері Шеломової, яка... І саме так було доведено єврейське коріння Гітлера. А, сука. Я думаю, эта статья жестко насосана из пальца. Где-то видел новость о снижении мобилизационного возраста. Но не так, как вы подумали, а в смысле верхняя планка снизится. Фэк, наверное. Как думаешь, сколько вернется из уехавших по итогу? Не знаю. Сложно понять, что будет завтра. Надо еще спросить, а сколько уедет. А чью статью читал он по ориентации кто? Респ или Дем? А ты как думаешь? Ты слышал ту статью? Он республиканец, блядь, ты шо? Прожженный такой, видно, ориентировано на самое кромешное реднековское быдло. Он как Такер Карлсон, только этот самый, только Шустер. Он этот, космополит. Там написано в редакционной политике, что мнение чистое, как горный ручей, и информация совершенно непредвзятая. Пиздюков 18 лет. Рамзес, ну я не буду читать очень провокационно, но у нас 18 лет уже нормально выглядят. Да и в 20 лет бывает, ну тоже вот как выглядит, там он кричит: мама, я не хочу умирать, не надо, его нахуй, по почкам, по почкам. Нормально, всем похуй. Думаю, и там то же самое.
Шо, оценив вже інтерв'ю Мішані Светова? А как ты думаешь? Вот как ты думаешь? Верю, что интервью классное. Верю. Я оценил другое интервью, на которое сегодня я потратил полчаса своей жизни. Думаю, вряд ли у Светова так же ярко было. Думаю, что Светов там хорош. Хотя я не смотрел, конечно. Под столом ты сидишь в одних трусах? Не, давай я покажу. Сижу в дедовых галифе. Какой контент более брейнродный? Соболев Арестович или Ксения Собчак и Светов? Пошел бы интервью на Альфа-канал Омега великому ослу в костюме? Пошел бы, конечно. Он хороший парень, не осел в костюме. Более брейнрод это то, что ты мне посоветовал, нахуй. Вот этот Нарендра Моди, блядь, у... Нарендра Моди у Лекса Фридмана. Вот это, конечно, контент на века. Крокодило Бомбардино. Ты знаешь, это хорошие мемы, реально. Но, сука, уже смотрю, новая Укрпочта, блядь, розетка. Уже у них, понял, вот это крокодило Бомбардино. Вывод. Опозорено, все. Использовать больше нельзя. Так а чё, Моди там потужные телеги индийской философии прогонял интереснее, чем пятые проекты Лёхи, разве нет? Да нет, абсолютно. Интересно разве что в разрезе того, насколько сильно реально политическая культура Европы отличается, причем, ну, вообще западная политическая культура, причем в лучшую сторону, значительно в более лучшую сторону, отличается от восточной. Насколько это реально два разных мира, насколько там вообще, хотя тоже так говоришь, не вспоминаешь какие-то наши заявления, но, блин, все равно, насколько все-таки там невысоки запросы, и насколько там такой политик с такими рассуждениями, как Моди, высоко воспринимается в целом. Я хотел конспектировать, так бы мы более предметно поговорили, но смотрел на расслабоне. Знаешь, вот я что вспомнил. Самый смешной момент реально вот здесь. Даже не знаю. Ну, не то, что снимаю шляпу, но нужно отдать должное Лексу Фридману, как охуенно он поставил вопросы. Это вообще... это было очень круто. Где он сначала, это вопрос 15 минут где-то, может 10, где он сначала спрашивает его, как вы относитесь к конфликтам в мире, как вы относитесь к войне в Украине, он говорит, ну, надо всем сесть, решить, договориться, ну, так бывает, вот конфликт, войной его не решить. Решить можно только встретившись. Я общался с Путиным, я общался с Зеленским, Путин норм. И тут же он следующим вопросом ему задает, а что вы скажете по поводу индопакистанского инцидента? Как насчет индопакистанских отношений? Безусловно, ситуации разные. Мы от россиян отличаемся вообще не очень. Можно сказать, не отличаемся. Там же отличия колоссальные, в первую очередь религиозные, да. Понятно, что очень разные ситуации, но выглядит это безумно комично, когда там же просто буквально в интервале 10 минут, да, Моди отвечает ему точно такими же штампами Зеленского пропагандистскими, самыми типа далекими от какого-либо там умиротворения, что ну а как, блядь, с ними договариваться? Видели, что они исполняют? Или когда его спросили о погромах, да, в месте, где он был главой городского совета, да, его журналисты обвиняют, что он допустил там убийство мусульманского меньшинства. Он там не рассказывает о том, как это было, как он не допустил, он рассказывает о том, на фоне чего это произошло, то есть это в принципе нормально. Это было 11 сентября, еще какие-то там теракты перечисляет. И да, действительно, многие следы ведут в Пакистан. Но его спросили не об этом. Ну, в общем, там, вот это довольно интересный момент, действительно. А Фридман, ну, конечно, наша задача, наверное, на все с вами критически смотреть. Ну, моя, например. А то не о чем говорить. Но в целом он хороший парень, он хорошие ценности несет в мир. Как отреагировал на подорожание цигарок? Плохо. Это была одна из тем, о которой хотелось спросить у нардепа Залезняка, а уже смысл потеряла всякий. Бо он основной был, блядь, спикер по этой теме.
Выходит, что ты в целом пожалел, что послушал тот подкаст с Моди? Не. Просто опасна эта психологически игра. В том смысле, что Лекс Фридман и такие люди, как он, но я не знаю, как этого избежать, у меня-то нет такого опыта, погружают тебя в очень опасную, как вот есть теплая ванна, сладкую ванну, да, ты не до конца понимаешь, что ты вообще слышишь, и не можешь его трезво оценить, потому что постоянное нахваливание, ой, вы такой хороший, ой, я хотел сказать, вы тоже такой хороший, а вы тоже хороший. В общем, в этой атмосфере сложно реально дать трезвую оценку. Это мои мысли тоже. Не, я не пожалел, для общего развития интересно, но просто переоценить легко, типа, на мой взгляд, значимость и, не знаю, высоту полета этого Моди. Сложно будет контролировать все эти воюющие фракции, да, две страны, Украина, Россия. Там всякие кракены, РДК, прочее, да, не, я б так не думал, не, мне кажется, легко. Не, тяжело, конечно, но возможно, наверное. Тут вопрос реакции на нарушение, да. Будет ли она острая или не будет? Наверное ж не будет. Скорее на это расчет. Як оцінюєш Гордона у якості інтерв'юера? Я от вважаю одним з найкращих СНГшних і не тільки. Гордон неплох. Недавно смотрел его интервью, и вот, гей-связь в нем лютая. Его интервью с Данилко 2007 года, по-моему. Андреем Данилко с сердючкой. Тоже интересно. Смотрел, я рассказывал, по-моему, что смотрел его интервью тоже где-то там таких годов с Жириновским. У тебя нет исходного знания, чтобы понять, где интервью заигрывает с гостем, чтобы раскрыть его или просто предрасположен начному уровню. Да там дело просто не в этом, просто он ни слова плохого не говорит и острого. Может, чтобы тот не сел в оборону, но просто в целом это создает такую атмосферу, что... вот все, он там еще и так понял, чеканит паузы, охуевшие. Я был в горах, где там, вы поняли, в горах Непала, не Непала, а какой там у них штат. Там мне монахи сказали, делай хорошо, не делай плохо. В общем, это все создает такую атмосферу восхищения, неоправданную, там нечем так-то восхищаться особо. То есть, может ли условно президент сказать, все, у нас перемирие, месяц не стреляем. Кто все эти фракции остановит этот чувак? Все эти фракции, они не сами по себе, они записаны в структуру украинской державы, в смысле ее силового аппарата. Кто-то относится к армии, кто-то к армии, в смысле главному управлению разведки, кто-то относится к МВД, к Министерству внутренних дел, да, там, как Азов, по-моему, вот этот Кракен, я вот не помню, к чему он записан, или к ГУРу. Как РДК, да, то те точно к ГУРу. То есть там оно имеет как бы вертикаль, да, свою. Так и остановят, скажут, все. Лекс Фридман приколдесную мантру индийскую зачитал, улыбнула, как говорится. Если будет подкаст с Пынявым, ему стоит выучить и озвучить фразу «Рюрик, это добренько, но извольте отведать пышной кулебяки и зрите, как лаптя сия». Преизрядная. Да, меня начало заинтересовало, что Лекс Фридман постится. Может и мне начать поститься, но я, наверное, ласты склею все-таки. Шизика у нас никто лечить не будет, зато будет что обсудить в новостях. Да, без USAID туговато будет с шизиками. Вообще туговато. Такие жертвы, о которых не говорят. По твоему мнению, что даст условия мира на 30 дней? Есть плюсы в этом для Киева? Плюсы физические есть. Если войны не будет этих 30 дней активных, то плюсы есть, очевидно. Наверное, это как бы приподнимет какие-то оптимистичные ожидания, что типа война скоро закончится. А это повлияет на все остальное. На отток людей, на финансовую сферу. Нужно ли говорить, что то, что война физически на какой-то момент перестанет идти, это для нас плюс, да, перестанут умирать люди, перестанут разрушаться здания, объекты инфраструктуры и так далее. Но в остальном сложно прогнозировать. То есть, не знаю, насколько вероятно за такой короткий промежуток времени договориться. Наверное, его нужно будет продолжать. В смысле, эти 30 дней придется продолжать. Мне кажется, это американский подход к интервью. Да не, это любой подход к интервью. На всех же интервью так. Надо сказать, что это высшего класса интервьюеры, что Лекс Фридман, что Гордон, по сравнению с вот этой Раминой, да, ты можешь сравнить земля и небо. Баба и вообще
похуй абсолютно на то, що там происходит, о чому вона спрашивает, і глибоко поїбать. Хто взагалі вірить у 30-днівний мір? На мене це тупо майся якийсь, ніщо не предвіщає можливість цього. Ну, якщо для вас офіційна позиція президента України це ніщо, тоді я вже не знаю. Ти що, не довіряєш президенту? Я думаю, пока у нашего презика такие картины в комнате висят, никакого мира нам не видать. Ну, ты знаешь, тоже интервью мы сегодня упоминали. В одном из интервью сказали, что он уже согласился уходить. Ты что, снимет картины и дома повесит. Какие еще у тебя интервьюеры на английском, украинском, русском вызывают позитивные эмоции? Чисто пятерку навскидку, чьи интервью прям интересно слушать? Не знаю, не знаю. Абсолютно ничего, нечего тебе сказать по этому поводу. Просто почему? Потому что иногда один и тот же человек по-разному себя показывает, да. То есть какие-то интервью более удачные, какие-то менее удачные. Я думаю, он пиздобол галимый. Нахуя они закон про Нацгвардию приняли? Я знаю, почему люди мыслят именно в направлении, что пан президент принимает эти законы, чтобы сохранить свою власть. Может, он принимает эти законы, чтобы защитить договорняк. Чё никто так не мыслит? Потому что это же была главная пугалка, ее имеет смысл бояться, что кто-то попробует воспользоваться сдачей интересов нашей страны. Да, начнутся митинги, как и в Армении, да. А приняли, потому що надо прийняти. А чого не прийняти, коли є можливість прийняти? Хочу вибачитися за свої слова щодо недовіри до президента України Володимира Зеленського. Моє висловлювання було необдуманим, і я усвідомлюю, що воно могло образити або викликати непорозуміння. Я поважаю інститут президентства та визнаю всю складність викликів, з якими стикається керівництво країни, особливо у такий непростий час. Моя мета – конструктивний діалог та підтримка України, а не поширення недовіри чи розбрату. Дуже дякую, Buffalo Bill. Стоп, а есть другие варианты трактовки, кроме той, что это меры для контроля реакции на договорняк? Но никто об этом не пишет, все пишут о том, что президент собирается держаться за власть, видать, с помощью оружия. При том, что не сказать, что там вопрос его отношения к народу Украины, вопрос скорее к тому, что на Западе дяди, которым они продались, лижут и сосуд, сказали, что Вова, пора уходить. Мы за тебя решили. С пуньзы. Трамп снова крипту прибил. Новость про новые тарифы. Она только утром начала с колен вставать. Печально, донаты в криптовалюте нам очень нужны. Да любые донаты нужны, честно говоря, бабок нет вообще. Виеринский видел такого? Юрист. Папа юрист не видел такого. Ты встал, я встал, тихий Дэн. Да у вас звук уже есть, не обманывайте. Перемога буде, звісно, перемога буде. Но не сразу, а потом. Что думаешь про интервью Уиткофа для Такера Карлсона? Страшное, я его посмотрел. Ну прям, реально страшное. Там вышло интервью Светова у Собчак. Будем, бежим, блядь, теряем штаны, смотреть интервью. Нет, конечно, не будем смотреть. Времени жаль. Будет обзор на книгу Залужного. Хуй ее знает, а какой ты хочешь обзор? Книга Кал, достойный обзор. Да и сам Залужный, не фонтан. Этот закон может быть не под конкретные цели, а просто когда силовой блок имеет возможность укрепиться без последствий, он укрепляется, конечно. Конечно. Ну, то есть по-иному и быть не могло в целом. Вот такой вектор я и так намечал, он сам собой понятен, да. То есть без какой-то конкретики, но понятно, что раскручивание гаек не предвидится. Тайм на обложке президент, мы сегодня будем это читать с подписью «Эндшпиль». Люди перевели это как конец игры, но не совсем же верно «Эндшпиль», правда? Эндшпиль это скорее Fergie Time, да? Вопрос, мы все-таки в карты, футбол, хоккей или в шахматы играем? Мы уже не играем, мы уже на скамейке запасных. Денис, нельзя прогнуться под Пухто, я не прогнусь под Путина. Это ты на сайт Белого дома письма пиши, я тут при чем? Играем в 21-тое очко. Ну, сам знаешь, що губить обично. Стрімер, яке у вас улюблене пиво? Та не знаю, пиво Арсенал міцне, да. Торпеда, от це. Подивився вчора відривок Ніксона про те, чи можна довіряти росіянам на переговорах. Він нам сказав, що з ними домовлятися на базі довіри не можна, але можна на основі їх власної зацікавленості зберігати домовленості. Так от питання, чи є у росіян сьогодні зацікавленість у довгому мирі? Если там контекст перезагрузки отношений з США, то є, конечно. І загальне питання, чи бувають міжнародні домовленості не на основі прагматичних інтересів? Ні, я вважаю, що не бувають. Не бувають, але усі інші фактори, крім прагматичних інтересів, по-перше, важко визначити, що таке прагматичні інтереси. Але усі інші фактори також впливають.
не знаю, как межличностный фактор отношений, конечно, вплывает. Сейчас вот ключевой, наверное, да, отношений межличностных между Трампом и Путиным, между Трампом и Зеленским, правда? Влияет, может, посильнее интересов разных. Хотя все-таки нет. Наверное, интересы первое место занимают. Коли не думав дати, не, шанс нахуй, Василь Байдак нахуй пошел. Где-то видел его на интервью каком-то, он всплыл опять. Куда-то его позвали. По-моему, к вот этому мужику в юбке. Пошел он нахуй. Конечно, нет. Переговоры РФ с уже больше 8 часов идут. Переговоры РФ с уже, типа между уже и РФ переговоры. Больше 8 часов идет. Договорятся до чего-то? Интересно, интересно. Суперсус и Дионисий из одной метавселенной. Ну да, из метавселенной Украина. Меня Арест расстроил, да это его постоянная позиция. Меня Арест расстроил только тем, что тоже не научился обтекать вопрос свободы слова. Начал при мне, будет полная свобода слова. Потом, если будете осуждать за язык, за вами придут. Да там, блядь, такое постоянно. Там вещи несовместимые. На том же интервью я его пытался смотреть. Но на очень большом ускорении, в смысле с Соболевым. Он там сформулировал, ну, все то, что мы говорили ранее. Только ранее он, гондон, молчал тупой. Ну, кроме этого, он пытается впихнуть невпихуемое, блядь, невпихуемое. То есть, ну, сильные силовики и политический плюрализм и свобода слова. Вещи, нахуй, физически несовместимые. Ну, в наших условиях нашей демократии несовместимые. Кто более люмпинообразный, Такер Карлсон или Арестович? Ну, это понял, какой-то идиотский вопрос, потому что содержит в себе сразу такую пресуппозицию, типа, когда ебали, що на жопі написали. Кур'єрів, таксистів та моделі OnlyFans хочуть обкласти податком 5,5% військовий збір. Жахіття. А потом в тюрьму. По-моему, во время Корейской войны было подписано именно временный договор о прекращении огня, а не перемирие или мир. И вот этот временный договор о прекращении огня уже более 70 лет существует резонно. На моделей хочуть накласти, але це за додаткову плату. Понятно, что вопрос мудацкий, в этом и смысл, но сам говорил что про них, что они на какое-то быдло рассчитаны. Ну да, ну просто одно дело, не знаю, так я устроен как личность. Одно дело, когда я говорю, что Романенко классный, но на осла похож в костюме на той картинке. А другое дело, когда кто-то говорит, да. Ну, все ми не ідеальні, так що. Також подивився, блядь, простите, в общем, також подивився епізоди деякі інтерв'ю Тавра каналу Бомбардир. Сказав, що квартири йому дали без зобов'язань. Таке в Україні буває з медійними і, можливо, політично потужними фігурами. Конечно. Ну, я не сомневаюсь, что так оно и есть. Просто это ж так не работает, да. Понятно, что, наверное, там, когда Коломойский спонсировал Зеленского, да, ну, наверное, там нотариус не заверял договоренность между ними, да. Просто это же не так устроено. Ну, тут, понимаешь, дело, я убежден, что эта утечка не случайна. Задача их была именно ударить по популярности самим фактом квартир, да, подпортить репутацию. Как только они на это согласились, все, они уже сыграли против себя сами. Тут дело не в том, там признают, не признают интересы. Понятно, что не признают. Дело в самой публичности. Я открываю комментарии в ТикТоке, рандомно мне попадается видео химика, который квартиру не брал. Он на других темках, да, там размучивается. Ему пишут, что там как в квартире ремонт. То есть эхо очень сильное, как мне показалось у этого. И это уже как бы успех. На все деньги. Денчик, ти не побачив, походу, чи не захотів відповідати, як справи день? Ну, ти спрашиваешь, как, блядь, жизнь в селе, что мне тебе сказать? Нормальная жизнь, нехуй мне тебе ответить. Порядок, утром хожу, гантели тягаю, качкам воду меняю. Пытаюсь с помощью чата Грок решить вопрос того, что качки уничтожают мой двор нахуй. И ничего с этим нельзя сделать. Ну, типа, задавался вопросом, какие сорта травы посадить, чтобы их не вытаптывали. Нет такого сорта травы реально, ну, неудивительно, потому что я, по сути, такой и сажал. Думаю, может новую загородку им построить в другом месте. Или выпускать их, типа, на какое-то время, там, до обеда, потом загонять. Ну, вот такая хуйня. Що думаєш про камінг-аут Маркуса? Коловорот хуйні в українській політиці назавжди. Ну, ты сейчас сказал, я, может, что-то не понял. Типа, это реальный каминг-аут именно в смысле половой ориентации? Бо я не слежу. Наверное, такую новость я не пропустил. Ничего не думаю, я остановился где-то на 3-й или 4-й части его фильмов. И не знаю, чего там.
А можно подробнее, что за история с квартирами первый раз слышу? Ну, не знаю, как тебе подробнее объяснить, что вот медийным топом Азова всплыли документы, где на них записаны квартиры в самом дорогом київському ЖК, да? Я образно понял, не настоящий камінг-аут. Він випустив нову частину учора, я бачив, ну, в смысле, вона попала в рекомендації, де він обтікаючими фразами заявив про намір піти в політику. Ну, логично, вроде, все для этого и делалось. Я ничего против этого не имею. Чем больше акторов будет включено в политику, тем лучше. И то, что люди свое военное конвертируют в политическое, хорошо в целом. Естественный процесс, здравый. Вот это СВТ выкинуло про генхудожника, нахваливают вождя как могут, да, я видел. Но это надо сказать, что не их материал, а Бильда, и это меня заинтересовало больше всего. Во-во-во. Это мне напомнило, как я видел в Твиттере тред про вот этот, ну, известная тема, через сколько рукопожатий будет Гитлер. И там условно 4 или 5 от Зеленского до Гитлера через Чапкиса. Чапкис, Сталин, там Риббентроп, Гитлер. Интересно, это мне напомнило, что я смотрел хорошее интервью, как раз Гордон брал интервью у Чапкиса. О, еще одно, но нет пана Стойки в чате, потому что он рассказывал, ну он единственный, кто об этом писал. Вчера я посмотрел документалку от проекта «Проект» про Кадырова. Хорошая документалка, советую. Ну, в смысле, мне понравилось, как она сделана. Прямо она какие-то впечатления по себе оставляет. Мерзкие, конечно. А ничего тот факт, что американе совместили сильных силовиков и свободу слова. Ну, у них очень устойчивые институциональные традиции. У нас таких нема. Я думаю, что если сейчас прогнать, блядь, реальное количество українців, залишившихся в Україні на підконтрольних українській владі фізично територіях, вот это количество украинцев, и посмотреть соотношение к ним ментов, блядь, гбистов и других хороших людей, то мы охуеем. Такой ты, блядь, нигде в мире, наверное, статистики не найдешь. Ні в каких асашаях точно уж. Що це за запис переговорів Єрмака і Козака злили ФСБшники? Де подивитись? Ну, в чаті скидывали в пиздарезке много раз. Ну, злили и злили, то уже поезд ушел. Анальные традиции — это наши традиции. И мы за них будем стоять горой. Щось, блядь, ноги почали від вас болеть. Добре, товариші. Дякую, що сьогодні прийшли. Був дуже радий вас бачити. Бережіть себе у ці 2 дні. До зустрічі післязавтра. Дякую тим, хто донатив. Дякую тим, хто писав свою думку в чаті. Наприклад, як Buffalo Bill. Окремо дякую тим, хто донатив. Чекаю донати в криптовалюті дуже сильно. Люблю вас, цілую, друзі. Бережіть себе, спокійної ночі, цілую в плечі і до зустрічі.